Всем привет, ребят, с вами профессор Ксавьер. В прошлом своем видео я обещал вам, что расскажу о командном планировании, которое включает в себя планирование ультимейтов и понимание пространства. Чтобы легче было понимать то, о чем я буду сегодня говорить, советую вам посмотреть не только предыдущее видео о важности планирования, но и ролик о видах преимуществ. Сегодня я буду использовать не только примеры из Overwatch, но и примеры из Marvel Rivals. Не переживайте, делается это исключительно потому, что многие новички знакомятся с жанром геройских шутеров именно с помощью новой игры. Для начала разберемся, что я имею в виду под словом пространство или space. У обеих команд в любой момент времени есть пространство, которым каждая команда владеет. Пусть зеленая трава растет на стороне союзников, а красные помидоры у врагов. Команды могут контролировать пространство, как находясь в нем, так и имея угол обзора и возможность простреливать этот спейс. Бывают и другие варианты контроля пространства, но они часто нишевые, поэтому о них мы говорить не будем. Легко понять, что владения одной команды часто заканчиваются там, где начинается пространство второй. Места соприкосновения пространств являются местами возникновения стычек между командами. Основной такой линией соприкосновения является так называемый фронт. Главное место драки между двумя командами. Близко к фронту у нас любят стоять самые могучие и живучие герои – танки. Они не дают оппоненту безнаказанно перейти границу своего пространства и постоянно оказывают давление на спейс врага. Их огневая и лечебная поддержка располагается поодаль. Лекари и стрелки, так называемый бэклайн, могут видеть союзного танка и подглядывают в пространство врага, таким образом оказывая давление на спейс оппонента. Но они не хотят подходить слишком близко, чтобы не подставиться под лишний урон или не оказаться целью во время наступления врага. Умение играть с расстоянием до линии соприкосновения с врагом является неотъемлемой частью игры на стрелках и саппортах. Так, профессор, но ведь карты такие большие, почему бы обеим командам не взять по половине себе и не жить дружно? Потому что оба коллектива интересует одно и то же, а именно объект. Будь то телега или точка, обе команды сражаются именно за контроль территорий, необходимых для захвата или защиты объекта. Поэтому многие проходы и комнаты на карте не будут контролироваться ни одной из команд. И мы можем использовать это, но об этом немного позже. Пока что обозначим неиспользуемое пространство белым цветом. Чаще всего пространство разделяется дверями, арками или другими узкими проходами, которые в дальнейшем мы будем называть чоуком, от английского слова choke. Легко понять, почему узкие пространства разделяют спейс. Ведь если мы хотим перейти из одного пространства в другое, пройдя через чоук, нам придется нарушить расстояние между нашим фронтом и бэклайном, подставляя своих хлипких союзников под гнет огромных ближнебойных машин для убийства. Если же дистанцию сохранить, то наш бэклайн не сможет увидеть всю картину драки, что лимитирует возможности фронта, ведь уходить из линии обзора своих саппортов не очень хочется. Более того, выходя из любого чоука в пространство врага, можно легко попасть под перекрестный огонь. Смотрите мои видео про основы стрелковых позиций и магию углов. На этом месте давайте введем еще два цвета для пространства. Желтый будет обозначать простреливаемый врагом союзный или нейтральный спейс, а оранжевый будет означать простреливаемое союзником пространство абонента или нейтральных крипов. Создание углов обзора, просматривающих глубоко в пространство врага, может быть решающим для получения преимущества в драке. Такие углы мы будем называть оффенглами. Концепт здесь очень простой. У каждого героя должно быть укрытие рядом относительно основного угла атаки врага. Даже танки используют близкие укрытия, чтобы сократить получаемый урон. Если мы найдем такой угол обзора на врага, который будет удовлетворять основным правилам позиции, находиться в союзном пространстве и просматривать их безопасное место за укрытием, то врагу придется отойти за следующее укрытие. Таким образом, мы вытесним его назад и дадим захватить спейс союзной команде. Вот это длиннющее предложение можете смело цитировать своим ДПСам, которые ругаются на вас за отсутствие спейса на карте, потому что якобы танк АФК. Теперь вспомним про белый спейс и представим, что мы играем не на линейной карте, а на широкой карте с флангами и хайграундами. На таких ландшафтах в игру вступают новые лица – фланкеры, которых также называют флекс-ДПСами. Смотрите видео о ролях в ВВ2. Фланкер –
Это мобильный персонаж, способный забирать неконтролируемое врагом пространство и защищать его, создавая дополнительные линии соприкосновения с пространством врага. Создание дополнительных направлений атаки будет вводить врага в конфуз. Ведь при отсутствии фланкер у оппонента не очень понятно, кому бороться с давлением с дополнительной стороны. У танка и так много забот на фронте, а бэклайн хочет помогать танку. Фланкер создает своего рода проверку. Если на него отвлечется слишком много героев, фронт его оппонента просядет из-за недостатки ресурсов. Если посмотрит слишком мало героев, у фланкера может появиться возможность оказать сильное давление или даже убить одного из героев группы поддержки оппонента. Каждому игроку желательно хорошо понимать разницу между флангом и оффендлом и знать, на что способен его герой. И фланг, и дополнительный угол обзора помогают нам получить преимущество по позиции. Но в игре есть и другие преимущества. И вот здесь нам стоит понять одно простое правило. Та команда, которая владеет общим преимуществом в драке, имеет право на большую часть пространства, чем оппонент. Бывают ситуации, где у врага перевес на одной части карты, а у нас на другой. Тогда пространство меняется вот таким образом. Об этом подробнее во второй части. Умение читать преимущества и предсказывать, как будет меняться граница территорий, а также позиционировать себя относительно своей роли и этих границ называется спейсингом. Приведу пару примеров плохого спейсинга. Стрелок подходит слишком близко к фронту, оказываясь первой целью при небольшом отходе танка. Танк заходит слишком далеко, ожидая поддержки, но невозможность выхода его бэклайна на нужную линию обзора оставляет его без лечения, и он погибает один. Можно сказать, танк неосознанно разрывает связь со своим бэклайном. Существуют и более сложные примеры. Пока что мы только обозначили основные концепты. Давайте заглянем глубже в кроличью нору во второй части этого видео, в котором я расскажу вам, что на самом деле происходит на границе пространств. Что такое подушка спейса и киллбокс? Как использовать изменения территорий для своей выгоды? Как выглядят самые частые ошибки фланкеров, а также как использовать и планировать ультимативные способности для драки за пространство. Как обычно, спасибо большое моим бусти-сабам за поддержку и зрителям за просмотр. Я не планировал разделять это видео на два, но решил, что слишком долгое видео может многих отпугнуть. Поэтому на сегодня все, продолжение во второй части. А пока что всем хорошего дня и пока.